Миллионер редко находил время для прогулок. Его жизнь была расписана по минутам, а сердце давно стало холодным от бесконечных сделок, цифр и контрактов. Кабинеты с высокими потолками и стеклянными стенами казались ему единственным домом, где можно было чувствовать себя нужным и важным. Но в тот день он повел в парк свою маленькую дочь, тихую девочку с косичками и любимым медвежонком в руках. Она не произносила ни слова с самого рождения. Врачи говорили, надежды нет, и каждое ее молчание было для отца тяжелым напоминанием о бессилии и потерянных возможностях. Девочка сидела на скамейке, крепко прижимая к себе игрушку, когда к ней подошла другая ребенок. Босоногая, с растрепанными волосами и грязной футболкой, она выглядела так, словно ее домом давно стал сам парк. Легкий ветер играл с ее волосами, а на коленях свисала ветка с маленькими листьями, словно она только что принесла их с прогулки. Она ступала легко, будто трава и земля знали ее шаги лучше, чем асфальт городских улиц. Эта девочка не знала игрушек и богатства, но знала, как заглянуть прямо в сердце. Они долго смотрели друг на друга. Богатая, с робостью и тоской, бедная, с открытым и чистым вниманием. Взрослый мужчина наблюдал со стороны, не вмешиваясь. Впервые он видел, как его дочь не отворачивалась, не пряталась в тени, не прятала глаза. И это чувство странной радости и тревоги одновременно начало медленно разливаться в груди. Попрошайка осторожно коснулась руки девочки с медвежонком. Жест был простым, почти невинным, но в нем было больше тепла, чем в тысячах дорогих подарков. В этот миг произошло то, во что сам миллионер никогда бы не поверил. Его дочь открыла рот и тихо, едва слышно, произнесла первое слово в своей жизни. Мир вокруг замер. Пение птиц, детский смех вдали, шелест листвы. Все будто остановилось, чтобы вместить в себя это чудо. Мужчина, привыкший к власти и деньгам, вдруг понял, никакие миллионы не способны подарить ему подобного дара. Его ребенка исцелила простая встреча с той, у кого не было ничего, кроме доброты и сердца, свободного от страха и условностей. С тех пор он часто возвращался в этот парк, но уже не как холодный хозяин жизни, а как отец, который впервые научился слышать дыхание счастья. Он замечал, как солнечные зайчики играют в волосах дочери, как она смеялась, падая в траву, и каждый раз вспоминал, чудеса приходят не тогда, когда их ждешь, а тогда, когда в сердце есть место для простого света, для дружбы, доверия и маленького человеческого тепла, способного сотворить настоящее чудо. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.